Всем здравствуйте, меня зовут Любовь, и вы на моем канале Любовь Вязание. Хочу сегодня предложить связать вот такие карандаши. Они связаны по одной схеме. Единственное, вот цветные карандаши начали одним цветом вязать, дополнительный, потом все вяжем до конца вот карандаша основным цветом. И вот вверху дополнительным и завершаем основным цветом. У этих карандашей начинаем вязать вот черного цвета, дополнительный, основной цвет. Здесь вяжу серым цветом и вяжем резинку ластик розовым цветом. Также вот они отличаются немного по длине из-за того, что вот в цветных карандашах вверху наполняем так, чтобы они были вот ровные, плоские. А у этих карандашей наполняем так, чтобы вверху вот таким вот кружочком были наполнены. И из-за этого кажется, что вот они связаны один больше, другой меньше. Но схема одна, разное наполнение. Вот эти карандаши с резинкой получается 9 сантиметров, а цветные карандаши 8,5 сантиметров. Вот такие интересные. Скоро уже будет 1 сентября, начнется учеба, и я думаю, вот такие карандаши будет актуально связать, повесить на рюкзак ребенку или сделать подарок кому-то, одеть в карабин, и получится уже это не игрушка, а брелочек. Для этих игрушек я использовала полухлопковую пряжу. Это те, что с резинкой. Вот так расположила, как они и в карандаше. Это пряжа джинс Yarnart в 50 граммах 160 метров. И крючком вязала 2 миллиметра. Давайте вместе с вами будем вязать вот такую красоту. Начиная с черного цвета, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затянули. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков без накида. Одеваем маркер и довязываем до конца ряда 6 столбиков. Последний столбик во втором ряду, вот довязываю его не до конца, беру светлую пряжу и завершаем светлой пряжей. Третий ряд вяжем 1 столбик, далее прибавка. Повторяем так 3 раза. В конце третьего ряда получится 9 столбиков. Черную пряжу отрезали. И связываем на 2 узелка. Один и второй. В конце третьего ряда 9 столбиков. Все хвостики спрятали в серединку. Четвертый ряд тоже провязываем 9 столбиков. Пятый ряд 2 столбика. 1, 2, прибавка. Повторяем 3 раза. В конце пятого ряда 12 столбиков. Шестой ряд
3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Повторяем так 3 раза. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Последний столбик в 6 ряду завершаем основным цветом. В конце 6 ряда 15 столбиков. И теперь вяжем основным цветом. Здесь провязываем с 7 по 19 ряд. И завязываем вот эти хвостики, переходы на 2 узелка. И вот желтой пряжей провязала с 7 по 19 ряд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Здесь по 15 столбиков. Если вы вяжете вот одним цветом карандаш, то далее тоже продолжаете вязать вот одним цветом. Здесь я буду менять сейчас на серый цвет. Вы продолжаете эти ряды вязать одним цветом. Вот последний столбик провяжем с вами вместе в 19 ряду. Вот я его довязываю не до конца, меняю на серый цвет. И это 20 ряд. Провязываем 15 столбиков серой пряжей. Желтую пряжу уже отрезаем и завязываем на 2 узелка. 21 ряд провязываем 15 столбиков только вот за заднюю стенку. И так довязываем до конца ряда. 15 столбиков. 22 ряд тоже провязываем 15 столбиков за заднюю стенку. И вот так довязываем до конца ряда. Последний столбик вот в 22 ряду завершаем розовым цветом. И теперь 23 и 24 ряды провязываем по 15 столбиков розовым цветом. Серый цвет отрезаем, завязываем на 2 узелка. Если вы вяжете вот одним цветом, снова показываю, то продолжаете вязать этим одним цветом. 23 и 24 ряды вот провязали розовой пряжей. Теперь вяжем 25 ряд. Здесь провязываем 15 столбиков только вот за заднюю стенку. Вот только за заднюю стенку провязываем 15 столбиков.
Так, довязываем до конца ряда. У цветных карандашей я вот делала цветом, как вот в нижней части дополнительной. И последний завершающий цвет был цвет вот основной. Последний 26 ряд нужно сделать 8 убавлений. Так, довязываем до конца ряда, дозаполняем наполнителем. Там, где вот карандаш идет с ластиком, с резинкой, я наполнила наполнителем так, чтобы вот сверху как кругленькое было. Там, где карандаши вот одним цветом, то я наполняла так, чтобы было как более плоское и ровное. И теперь прячем верхнюю дырочку вот за передние стенки каждого столбика. И затягиваем. Так, вот эти убираем ниточки от наполнителя. И вот затянули. Вкалываем в середину. Так вот расправляем. И все, эту ниточку уже можно отрезать. И вот карандаш-брелок готов. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!